Вот такой обалденно вкусный ужин я себе приготовил. Простой торт со сбитыми сливками, курица с грибном соусе, картофельное пюре. А если вы желаете узнать, как я это все сделал, оставайтесь на моем канале, и я все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Время готовить. И сегодня на ужин я решил сделать просто картофельное пюре. Я показывать не буду, как я буду делать картофельное пюре. Я всегда делаю одним и тем же способом. У меня уже много видео есть на канале, как я делаю картофельное пюре. К этому хочу сделать и ваше внимание уделить приготовлению соуса с грибами и куриными ножками. Сочетание пюре и соус с куриными ножками и грибами будет обалденно вкусный. И также к чаю мне что-то так захотелось сделать простой торт со сбитыми сливками. Делается очень просто. Даже украшать не надо, а просто я покажу, как это я делаю. И, может быть, я вам подкину идею сделать то же самое, потому что этот торт очень может пойти очень легко, если вы угощаете своих друзей, семью или просто хотите что-то такое сладкое. А чтобы время не терять, покажу, что и как я буду делать. Может быть, я вам подкину идею сделать то же самое, почему бы и нет. В первую очередь мы займемся приготовлением торта. Я сделаю бисквит. Рецепт очень-очень простой. 6 яиц, 180 грамм сахара, 180 грамм муки, чайная ложка пекарного порошка, ванилин и щепотка соли. Как видите, делается сравнительно легко. В первую очередь мы собьем яйца. Здесь у меня планетарный миксер. Сейчас мы отправим сюда 6 яиц. Сюда отправляю щепотку соли для баланса. Добавляю ванилин по вкусу или на глаз. Так, это мне достаточно. И сюда отправляю 180 грамм сахара. И сейчас это надо как следует взбить. В то же время у меня же духовка нагревается до 180 градусов. Итак, яйца у меня взбились. Смотрите, какая воздушная пена получилась. И теперь мы будем постепенно вмешивать муку сюда. Сейчас я это уберу. Масса образовалась очень воздушная. И теперь постепенно. Здесь 180 градусов, 180 грамм муки у меня. Сейчас немножко я сюда добавлю. Так. И теперь ложкой помешаем как следует. Как вы видите, что мука уже в массе, мы добавим еще муки сюда. Всегда мешайте медленно, чтобы яйца воздух не потеряли. Чтобы всегда масса была такая воздушная. Так, теперь опять добавляю. И мешайте в одном направлении. Так, опять добавляем остатки. Перемешай как следует, чтобы там комочка муки нигде не было, чтобы все яйца с мукой как следует перемешались. И так, как вы видите, масса образовалась, мука хорошо здесь перемешалась с яйцами. И теперь я считаю, что можно перенести все это в форму для выпекания, потому что
Здесь муки уже не осталось. Так, форму для выпекания я уже попрыскал пекарным маслом. И сейчас мы все это перенесем. Так, я считаю, что хорошо все перемешалось с мукой, потому что я не вижу нигде остатков муки. Очень хорошо. Люблю эти силиконовые ложки, с ними так легко работать. Я помню, в совдеповское время таких мы не имели, так было немножко трудновато, но время меняется, жизнь улучшается. И теперь я... Так. Духовка у меня нагрелась до 180 градусов, и теперь отправляем в духовку примерно на полчаса. Смотрите по своей духовке и проверяйте с шпажкой, потому что все духовки разные. Так что через полчаса увидимся теперь с Богом. Итак, наш бисквит выпекался при 180 градусах полчаса. Теперь пускай так стоит, остывает, и тогда будет легко вытащить все с формы, и тогда дальше покажу, что делать. Ну, так я оставлю пару часиков, пускай отдыхает. Итак, вот такой бисквит у нас получился. Смотрите, какая прелесть, как красиво все выглядит. Он остывал у меня 2 часа и очень легко вышел с формы. Теперь мы сделаем взбитые сливки. Беру жирные сливки. Добавляю сахар по вкусу. Так достаточно. И взбиваем. Итак, сливки мы взбили. Это наш крем будет для нашего торта. Это берем. А теперь мы наш бисквит порежем пополам. Примерно. Вот так. Пропитывать я никаким сиропом не буду, потому что это называется простой торт со взбитыми сливками. Но этот слой мы сделаем. У меня здесь варенье абрикосовое. Мы сделаем слой варенья. Вот так. Достаточно. И сделаем слой, немножечко добавим сюда сливок сверху. Вот так. Так что здесь слой варенья абрикосового и слой теперь сливок. И теперь сверху мы поставим корж. Вот так. Смотрите, какая прелесть. И теперь оставшиеся сливки я сверху сюда отправим. И немножко так по бокам тоже промажем. Ну, вот такой торт у нас получился. И у меня сейчас идея, у меня немножко есть порошок какао, мы сверху немножко пройдемся. Совсем слегка. Вот такой простой торт у меня получился со взбитыми сливками. Выглядит аппетитно, но в то же время очень вкусно к чаю. И теперь пускай он постоит пару часов, перед тем, как нарезать будем. Итак, теперь займемся приготовлением соуса. Куриные ножки у меня здесь вымытые уже, готовые. Я приготовил 1 лук, грибы, масло сливочное, и нам понадобится растительное или подсолнечное масло. И я буду пользоваться растворимой основой для соуса. Вот такая у меня есть. То есть я тогда не буду пользоваться мукой, но вам придется делать с мукою.
если у вас этого растворимого соуса нету. Итак, в первую очередь, здесь сковородка. Добавляю масло сливочное и подсолнечное или растительное масло сюда пойдет. Включаю газ. Сейчас это у нас разогреется слегка. И мы отправим куриные ножки сюда. Слегка пережарим. Отправляю куриные ножки. И пока они у нас немножко жарятся, время от времени мы поворачиваем, чтобы с обеих сторон пожарилось, мы порежем лук. Так. Теперь я возьму грибы и тоже слегка порежем. Так. Я сковородку накрыл, потому что мне осталось стрелять. Как вы видите, я уже с другой стороны тоже развернул. Теперь мы сюда добавим лук. И дадим слегка пожариться тоже. Так, здесь хорошо все нажарится, лук карамелизуется. Теперь мы добавляем сюда грибы. Накрою и пускай потихонечку жарится и тушится таким образом. Так, хорошо у нас все это тушится. Очень хорошо. Так. На этом этапе я добавлю сюда немножко приправу теперь. Курица любит том-ям. Молотый белый перец. И немножко паприки. В вашем случае, так как если у вас нет растворимого соуса, то вам уже можно начинать добавлять муку сюда и разбавлять немного водой и молоком. В моем случае я сюда добавлю немножко воды. И дам минут 5-10 покипеть, тогда добавлю сюда молоко. Пускай немножко так потушится у меня. Итак, очень хорошо. Теперь на этом этапе я буду добавлять молоко. Но в вашем, если у вас растворимого соуса нет, то у вас должен формироваться соус теперь. Сейчас это у меня закипит, и я добавлю сюда растворимый соус. Так, молоко у меня закипело, то есть жидкость у меня закипела, я добавляю соус. Прелесть этого соуса, что можно добавлять любую горячую жидкость. Если вы переборщите порошком, то можно добавить еще жидкость, если очень легко балансировать. Сейчас это все перемешаем. Ну и практически у меня соус теперь готовый. Дам минут 5 на маленьком огне покипеть, и там можно будет выключить газ. И теперь мы ждем, как у меня картофельное пюре сварится. В то же время сейчас мы попробуем на соль. Слегка подсолим. Накрою и пускай минут 5 покипит, тогда я выключаю газ, и на этом у меня соус готовый. Ну вот такой финальный результат получился. Смотрите, какая прелесть. Торт простой, со взбитыми сливками. Вот так внутри выглядит. Также я сделал курицу с грибным соусом и картофельное пюре.
Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей, что можно приготовить на обед или на ужин. В моем случае мне сегодня захотелось так чаю, что-то как торт, и я решил сделать простенький торт со взбитыми сливками. Немножко заняло время, пока она остынет, пока взяло время для стабилизации. Ну, какой финальный результат? Я вам показал в разрезе, получилось обалденно аппетитно. И к этому, к основному блюду я сегодня сделал курицу с грибным соусом и картофельное пюре. Получился обалденно вкусный ужин с десертом. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало какую-то идею сделать то же самое, или что-то наподобие такого, почему бы и нет. А на этой аппетитной ноте все прощаться. Моя семья садится за ужин. А вам хочу пожелать самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья. Всем мирного неба. Приятного аппетита и пока-пока.